какой скоростью двигался поезд массой 2000 тонн, если под действием тормозящей силы, равной 200 килоньютонов, он прошел до остановки путь 500 метров? Задача известна: масса поезда 2000 тонн. Тормозящая сила, которая была использована для остановки, равна 200 килоньютонов. Он прошел расстояние до остановки 500 метров. Задача спрашивается, с какой скоростью двигался поезд. Раз на поезд действовала сила торможения, в течение 500 метров была проведена работа силой торможения. Можем эту работу записать как сила торможения. F умножить на S. Это работа тормозов, которая останавливала этот поезд. Это работа, которая гасила энергию, которую имел поезд. В данном случае кинетическую энергию. Можем сказать о том, что работа, которая выполнили тормоза, погасили кинетическую энергию этого поезда. Фактически можно приравнять вот эту работу выполненную, потому что она будет равна кинетической энергии поезда в начале торможения. Это будет равно mv квадрат делить на 2. Исходя из того, что вот это уравнение есть сила, есть путь, тоже это выражается энергия и скорость кинетической энергии, которую имел поезд до начала торможения, можно отсюда узнать и естественную скорость, потому что все эти данные, можно сказать, уже приравняем это все. Напишем, что mv квадрат равно 2f умножить на v квадрат, напишем 2 умножить на f умножить на s делить на m, и на v равно корень квадрата. 2 умножить на f и умножить на s разделить на m. Теперь нужно будет очень внимательно поработать с размерами этих величин для того, чтобы получить именно скорость. Тут же у нас есть тонны, килоньютоны, метры. Скорость же у нас определяется либо метры секунды, либо километры секунды. Давайте очень внимательно разберемся с этими всеми величинами. Задача простенькая, но вот именно как разбираться с этими величинами сейчас будем смотреть. Скорость равна корень квадрат. И 2, что множится на 200 килоньютон. Можно сразу написать 200 на 10 в третий ньютонов. 200 килоньютонов, 200 на 10 в третий ньютон. И умножить на расстояние, на s. S у нас сколько будет? 500 метров. Внизу у нас будет 2000 тонн. Можем написать, что 2 на 10 в третий тонн. А нужно все это превратить у нас в килограммы. Значит, еще умножить на 10 в третий, то получается килограмм. Не просматривается еще метры за секунду, поэтому будем упрощать это все еще дальше. Можно кое-что сократить здесь. Что можно сократить? 10 третьих можно сократить. Это можно 10 третьих сократить. И теперь вот эту 10 третьих можно сократить, смотрите. И вот этих 3 нуля. Итак, мы упростили немного выражение, но оставили еще их наименование. Здесь будет 2 умножить на 20, сколько будет? 40. Осталось еще ньютоны. Множим на 5 метров. И делим на 2 чего? Килограммы. Еще можно сократить 40 и двоечку. Давайте сократим, чтобы было еще меньше данных. У нас получается 20 на ньютоны, на 5 метров и на килограммы. Вот. А теперь достала очередь и до ньютона. Что у нас такое ньютон? Ньютон – килограмм на метр на секунду в квадрате. 5 на 20 – это будет у нас 100. Уже просится вынести за корень. Ньютоны заменим на килограмм, на метр и делится на секунду в квадрате. А внизу еще остались килограммы, что множится на килограмм. Смотрите, от пятерки еще остался метр. Вот это ньютон. Килограмм на метр на секунду в квадрате. Вот это у нас ньютон. Вот он у нас. Вот это ньютон. И множится на метр. Вот здесь. Вот это от пятерки остался метр. Теперь что можно сделать? Килограммы можно сократить. Смотрите. Метр на метр. Метр квадратный будет. Давайте сразу 100 вынесем. Из-под радикала будет 10 умноженное на корень из метр квадратный на секунду в квадрате. Тоже вынесем. Из-под корня метр на секунду. Получаем 10 метров на секунду. Скорость поезда до начала торможения была 10 метров за секунду. В нашем обиходе такая скорость не совсем удобная. Мы привыкли считать где-то километры в час и так далее. Давайте преобразуем эту скорость 10 метров на секунду. 10 метров за секунду. Это мы получили уже. Давайте для нашего восприятия преобразуем 10 метров за секунду. V равно 10 метров за секунду равно 10. А теперь дробь. Что собой представляет метр? Это километр делится на 1000. Километр, 1 метр. Это километр, что делится на 1000. Это у нас будет где? В числителе. Что такое секунды? Секунда – это час делится на 3600. Вместо секунды подставим значение час, то делится на 3600. Равно 10. А вот эту дробь все. Смотрите, многоэтажная дробь. Километры остаются в числителе. Вот они остались. 1000 куда пойдет? В знаменатель. Вот пока мы разобрались вот с этим. 10 километров и 1000 в знаменателе. Теперь внизу часы остались в знаменателе, а 3600 уйдут куда? Уйдут в числитель. Что мы делаем? Вот это 1000. Смотрите, 3 нуля. Здесь 2 нуля. И эти 2 нуля мы сократили. И этот мы можем сократить с этим нулем. Что мы получили? 36 километров в час. Скорость до начала торможения была 10 метров в секунду. Или все равно, что равно 36 километров в час.